О, привет, я тебя сразу заметил, ведь я Гречка и вы на канале Никнейм из Гречка. В этом видео я расскажу о противостоянии инсайдеров и GSC Game World. Пока Гречка готовится, погнали! Сначала я вам расскажу о ситуации, которая произошла со Сталкером 2. Из-за событий на Украине из Сталкер 2 убрали русскую озвучку, и GSC Game World стали русофобами. Это крайне глупо с их стороны, так как больше всего фанатов этой игры в России. Тут за светлую сторону вступились инсайдеры. В руки администрации ВК-группы Вестник того самого Сталкера попали гигабайты материалов по Сталкер 2, включая полноценный сюжет, описание кат-сцен, различные концепт-арты и глобальные карты. Администратор написал, что у авторов Сталкер 2 получится крутой сюжет, даже если брать одни кат-сцены. Они не собираются сливать их, но с одним условием. GSC Game World должны пересмотреть свое отношение к игрокам Беларуси и России и извиниться за недостойные отношения. Разбанить профиль в официальном дискорд-канале одного из участников. И также вернуть русскую озвучку, так как миллионы фанатов ее ждут и не надо портить игру из-за политики. Они решили ждать до 16 марта, и вот что вышло. Долго ответа ждать не пришлось, и GSC Game World прокомментировала это так. Их тезисы были таковы: на шантаж никто не будет вестись. Все скрины и другие материалы были украдены хакерами. Их утечка возможна, но в ней будут устаревшие данные. Они заявили, что смотреть там нечего, ведь данные давно устарели и не отражают текущее состояние игры. Но после ответа от EGS они слили концепт-арты некоторых монстров. Ультиматум действует до 15 марта, и поэтому все они не слили. После хакеры обещали слить десятки гигабайтов спойлеров, в которые входят все кат-сцены. Затем 13 марта они сливают новые кадры. На слитых артах показаны Агату, второстепенного персонажа, которого в сюжете будет пару раз появляться. На концептах также есть завод Росток и кладбище техники. Наступает 15 марта, и как они и обещали, были слиты огромные архивы данных. Туда входит карта игрового мира со всеми локациями и множеством пометок, различные дизайны документов, артбуков, концепты, наработки и прочее. Минимальная информация о DLC и локациях, которые будут там. Описание сюжетных предметов и кат-сцен, сюжет игры, а именно появление и смерть ключевых персонажей, ответы на главные сюжетные вопросы по типу «Что такое сердце Чернобыля?». И это материал не устаревший, так как там много спойлеров, а есть люди, которые не хотят их видеть. Ссылку на это я оставлю в описании. Далее подробности проработок игрового мира. Пруфы того, что разработчики используют работы 2011 года. Кадры из разных билдов игры. Сливщики публиковали 18 марта еще концепт-арты игры. На них показаны бойцы группировок Свобода и Доук. Также Stalker 2 должен выйти под конец 2023 года. В сети появился слух о том, что из-за слива более чем 15 гигабайтов по Сталкеру 2 игра заморожена, но комьюнити-менеджер GSC Game World заявляет, что это только слухи, и сказал, что разработка продолжается как и раньше, и ничего не изменилось. Пока что релиз игры все еще запланирован на 2023 год для ПК и Xbox Series. Пока что это все данные о этой войне инсайдеров и GSC Game World за Stalker 2. Больше я ничего вам не могу сказать, не проспойлерив сильно игру. Если вы хотите масштабную версию этого видео, то наберите под ним 10 лайков, и я расскажу все, что я смогу найти о Сталкере 2. Ну а с вами был я, Гречка. Надеюсь, вам понравилось видео. Гречка заварилась, мне пора.